Здравствуйте, мои дорогие зрительницы канала! Сегодня мы будем шить брюки, и я вам расскажу все этапы пошива брюк. Как мы их собираем, как мы делаем замок, как мы пришиваем пояс, как мы обрабатываем карманы. Вы увидите все последовательно, шаг за шагом, и поймете, как шить брюки. Эти брюки можно шить за 2 часа. Если вы сошьете более одного раза, вы сможете спокойно потом приступать к брюкам с карманами, брюкам карго и любым другим. Это самый простой способ пошива брюк, вот таких вот классических. Это брюки изо льна, которые я делаю для моей клиентки. И поэтому приступаем к видео. В прошлых видео я вам рассказала, как раскраиваются брюки, потом показала, как шьются карманы, если вы делаете брюки карго. А в этом видео я вам покажу, как готовятся детали. Итак, первое, что вы делаете после того, как раскроили, приклеиваете клеевую, вот видите, она уже здесь у меня приклеена, деталь клеевой, к основной ткани. На всем поясе, размером в пояс. Также на карманах, вот посмотрите, карман, видите, нижняя часть кармана, и приклеиваете вот такую клеевую, 2 сантиметра шириной. Приклеиваете клеевую в область кармана на основной части брюк и в область замка, вот 4 сантиметра, здесь 2 сантиметра. Теперь мы должны подготовить каждую деталь. Это выточки. Я их заколола со стороны левой и переношу выточку на спинке на правую сторону. Заколола в 3 частях: верх и центр внизу. Перенесла выточки, брала иголки. Теперь закалываю саму выточку. Соединяю центр с центром. Вот так вот кладу, зажимаю и перпендикулярно вставляю иголку. Почему перпендикулярно? Чтобы эта иголка не ломала иглу машинки, когда мы будем строчить. Соединяю, кладу, закалываю. Достаточно 2. Это что касается спинки. Теперь вперед. Здесь нам нужно сконструировать карманы. Первое. Берем нижнюю часть кармана и разворачиваем вот таким вот образом с изнанки на лицо 2 детали. Кладем карман лицо к лицу, значит, наша клеевая будет снаружи. Вот так к карману. Закалываем булавкой перпендикулярно к шву. Далее кладем вторую часть. И лицо к лицу, внутреннюю часть кармана складываем с лицом основной части брюк. Закололи. Теперь я буду давать строчку на машинке. Сделайте строчку машинную в 1 сантиметре от края, а также оверлок в области кармана. Сделайте также строчку на спинке в области выточки с закрепкой. Сделайте строчку оверлока по всему поясу с одной стороны, вот здесь. Заутюжьте пояс
сложив его пополам, ровно пополам. Заутюжьте карман так, чтобы во внутреннюю часть кармана немножко заходила передняя часть и создавала рулик. Если нужно, дайте отделочную строчку. Заутюжьте выточки на спинке в область центра. Вот таким образом, по направлению к центру. Собираем карман. Положите карман наизнанку, вот здесь, чтобы у вас видно было изнанку. И присоединяем вторую половину кармана. Закалываем в области самого кармана и по всему круглому карману, вот здесь. И сейчас будем давать строчку и оверлок. То же самое делаем с другим карманом. Хотите научиться итальянской технике кроя и больше не пользоваться журналами и делать себе и шить самые красивые, самые модные вещи на вашу индивидуальную фигуру? Переходите по ссылке в описании. Жду вас в моей школе bestcouture.online. Вот получился у нас карман. Вот мы его прострочили. Он заколот в двух местах. Мы соединяем вперед со спинкой по боковому шву. Таким образом, перпендикулярно иголочки. Строчку, которую я буду давать, это наметочная строчка. Верхнюю нитку я делаю очень слабой. И поэтому в наметочной строчке внизу образуется слабина у строчки. И таким образом я могу выдернуть эту нитку. Желательно делать другим цветом, допустим, белым в данном случае. Я заколола здесь по боковому и теперь буду закалывать по внутреннему шву. Так как брюки я еще не шила на эту клиентку, мне обязательно нужно примерить. Поэтому я пока что делаю наметку. Когда я уже знаю клиента, я шью сразу. Закалываем до самого конца, соединяя по краю. То же самое делаем и со второй половиной брюк. Посмотрите, как выглядит эта строчка. Вот это нижняя строчка, а вот это верхняя. С очень маленьким натяжением нитки и большим шаговым швом. 4 у меня выставлено. И нулевое натяжение нитки. Когда мне надо распустить, я просто дергаю за нижнюю нитку и выдергиваю ее. Такая наметка хороша тем, что вы точно можете примерить изделие. И когда будете уже шить, вы должны давать строчку черной ниткой прямо в 1 миллиметре от этой белой строчки. Итак, 2 половинки брюк у нас готовы. Соединяем их лицо к лицу. Спинку по этому шаговому шву, да? Вот у нас изнанка с 2 сторон. Вот центр. Посерединке идем наверх. Таким образом. И также дадим строчку на машинке наметочным швом.
от центра к переду закалываем до молнии, вот до этих пор, до молнии. Переходим к машинке. Следующим этапом у нас будет примерка. После того, как вы сделали коррекцию, то есть я, например, узнала, что у меня надо сделать более узкие брюки. Далее я очертила линию талии, поэтому все эти коррекции, длину я должна перенести на брюки. Вот выкройка спинки. То, что я должна сделать меньше, я провела линию. Здесь 2,5 сантиметра, здесь 1 сантиметр. Далее я переношу наперед те же самые коррекции в той же самой области. То есть вот так вот смещаю параллельно и провожу 2,5 сантиметра, здесь 1 сантиметр, внизу 2,5 сантиметра. И провожу линию соединяющую. Далее по внутренней части то же самое. 1 сантиметр, 2,5 сантиметра и 2,5 сантиметра. И провожу линию. Заказать прототипы коллекций для вашего бутика или для производства вы можете, перейдя по ссылке в описании. Дальше у меня также коррекция в области среднего шва по спинке произошла. Вот мне надо средний шов по спинке сократить и перенести его на расстояние 2 сантиметра. Спинка будет поуже. Вот так. Следующие брюки мне будет шить очень удобно, потому что у меня откорректированы уже эти брюки. В том случае, когда я перенесла по спинке средний шов, у меня выточка, вот эта выточка, она очень приближается, вот это расстояние, оно маленькое становится, поэтому эту выточку я закрываю. И переношу выточку более, вот центр ее смещаю вот сюда, на глаз даже, вот центр делаю вот так. И выточку расстояние 1,5 сантиметра в эту сторону, 1,5 сантиметра в эту. Вот я сформировала новую выточку. Это я делаю, чтобы выкроить брюки. И вот когда я закрываю выточку, у меня здесь немножко не хватает. Видите, я должна подклеить бумагу и надставить, чтобы было все ровненько. Коррекция прошла. Теперь я сшиваю брюки точно так же, как я делала наметочным швом белой ниткой. Теперь я прошиваю их черной ниткой, нормальной. Обработав швы внешние и внутренние у брюк, вы должны обрабатывать так на оверлоке со стороны спинки, чтобы, заутюживая швы на сторону полочки, лицевой шов оверлока шел на полочку, потому что всегда швы в брюках заутюживаются в сторону полочки. То
есть вот в сторону карманов, и также внутренний шов заутюживается в сторону полочки. Поэтому следите за тем, чтобы шов оверлока был у вас на спинке. Теперь мы соединяем по центральному шву наши брюки. Вот здесь вот у нас проходит замок. И смотрите, как мы будем шить. Ставим машинку на большую строчку, на 4. Вот так вот прошиваем, потом распустим. Но нам надо заутюжить ровненько, чтобы у нас была заутюженная ткань. И дальше будем вставлять замок. Вот здесь делаем закрепку, переставляем на 2 и на 2 идем по всему шаговому вот этому шву, где у нас белой ниткой прострочено. Вот так вот идем до конца. Дальше обрабатываем на оверлоке. Обрабатываем на оверлоке одну часть, вот так вот, и вторую часть. И вот здесь на оверлоке соединяем. То есть одну часть с уголком и вторую часть с уголком. И потом вот здесь вот на оверлоке все вместе соединяем. И дальше вставляем замок, как я показала уже в одном из видео про замки для брюк джинс или там просто для брюк. Можете посмотреть это видео. После того, как мы сделали замок, еще раз повторяю, смотрите мое видео, как делается замок на 5 языках видео, так что вы сможете сделать точно такой же замок, совершенно просто. После того, как мы сделали карман, отутюжили, видите, в сторону переда, наш шов, в сторону переда, по спинке сделали выточки, средний шов, другую выточку. Теперь готовим пояс. Пояс нам нужно узнать, с какой стороны будет проходить пояс. Пояс будет проходить здесь, значит, с другой стороны пояса будет оверлок. Пояс будет начинаться здесь и заканчиваться длина пояса здесь. Но плюс нам нужен припуск на пуговицу и вот на эту часть. То есть вот эта часть плюс 4 сантиметра, думаю, надо измерить. Да, 4 сантиметра. Вот эта часть у нас идет прибавка к длине пояса. Мы отрезаем ровно ту часть, которую нам нужно, и начинаем соединять пояс с нашими брюками. Смотрите, что очень важно. Чтобы ваши брюки, вернее ваш пояс не был с этой стороны выше, например, а с той стороны ниже, вам нужно вот так вот заколоть иголочку, откуда вы будете начинать, да, ну, допустим, вот отсюда вы будете начинать. Вам надо точно, чтобы и на другой стороне ваша строчка проходила именно на этом расстоянии, понимаете? Вот, и поэтому пояс вы должны сделать еще на поясе вот такой шов, перпендикулярный. Отстричь уголок, вывернуть и подготовить его к тому, чтобы начать втачивать пояс. Не доходя, прострочить не доходя 1 сантиметр. Видите, у вас 1 сантиметр вот здесь вот остается свободным. На моем канале тоже есть урок про то, как делать пояс, вставлять, но я повторю в данном случае. Вот начинаем закалывать, то есть уголок вставляем. Смотрите, когда у меня откроется потом, видите, вот так будет. Все будет заходить внутрь, а вот эта часть, оверлок, будет идти поверху. Я вам не буду показывать весь процесс, как я наколю этот пояс, потому что это одинаково. Но в районе спинки, смотрите, как вы должны заколоть. Вы должны заколоть
немножечко присбаривая само изделие по отношению к поясу. Видите, пояс более натянутый, а изделие вот так вот свисает. Это нужно для того, чтобы у вас не было такого эффекта, что пояс больше, чем само изделие. И для того, чтобы хорошо изделие лежало по бедрам, его немножечко вот здесь вот надо присобрать по отношению к поясу. Это будет незаметно, потому что когда под машинкой вы будете шить, вы будете помогать пальцами вот эту слабину, чтобы она исчезла пальцами. Но на самом деле должна быть небольшая слабина. Итак, я вам покажу уже готовые изделия. Это лен, женские брюки. Готовые изделия покажу чуть позже. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Ставьте лайк, подписывайтесь.